Сейчас это обычный район Москвы, но если пройти его пешком, он читается как три разных города, наложенных друг на друга. Элитная медицинская империя, промышленная система и закрытые пространства, которые до сих пор не до конца доступны. И все это в пределах одной прогулки. Погнали! Я стою перед местом, где в конце 19 века находилась одна из самых дорогих частных клиник Москвы. Попасть сюда обычному человеку вообще было невозможно. Один день пребывания здесь обходился в целое состояние. А за полный курс семья пациента отдавала сумму, на которую можно вообще было приобрести хороший домишко. Сюда везли только элиту, богатейших купцов, аристократов, артистов, членов княжеских семей. Говорят, сюда привозили не просто лечиться, а чтобы исчезнуть из публичной жизни. Но когда уже пришла советская власть, лечебницу отобрали у владельца и превратили в государственный санаторий для людей с тяжелыми нервными расстройствами. Вот такая была работа тяжелая. Санаторию дали имя Воровского. Кстати, парк так и называется сейчас. Имени Воровского. Это скульптура «Ангел». Вот это место очень такое фотогеничное. Ангел. Справа от него сосна, я так понимаю. Но она очень старая. Мне кажется, эти деревья вековые здесь многое могли бы нам рассказать об этом месте. Парк большой, хороший, зеленый. В общем, это место помнит, как вообще было все здесь устроено. Ну, а мы с вами идем дальше. У нас рядом еще одно не менее интересное место, которое также расположено в этом парке. Вот он, бывший кинотеатр Варшава с правой стороны. Здание просто ждет, что с ним сделают. Либо уже делают, но пока обнесен только забором. А ведь когда-то здесь вообще был другой ритм. Вы представьте, громкие премьеры, концерты, толпы народа. Сюда шли как в главный центр районной жизни. Мало того, он был еще официальной площадкой международного фестиваля. Именно вне конкурса здесь фильмы показывали. Короче говоря, советские граждане здесь дефицитное кино смотрели. Когда здесь я был в последний раз, забора этого не было. И с правой стороны, вот там, по-моему, работали точки общепита еще. То ли ресторан, то ли кафе, что-то было. Ну, сейчас, видите, вот просто такой пустой фасад остался от здания. И вообще это все типично для здешних мест. Район постоянно перестраивается. На фасаде, представляете, да, была вывеска огромная «Варшава». Вижу, какие-то работы идут. Что здесь будет и когда, не совсем понятно, но что-то происходит. Даже еще буквы остались. Аршава, В завалилась. Ну а на месте вот этих современных стеклянных зданий, кстати, в глубине еще торговый центр стоит, когда-то стоял огромный чугунолитейный завод имени Войкова. И здесь появляется такой главный парадокс вообще этого района. Название станции района связано с фигурой начала 20 века. Скорее всего, вы слышали об этом человеке. Имя его до сих пор встроено в городскую навигацию. В общем, он был одним из организаторов и участников бессудной расправы над царской семьей. Самого Войкова, кстати, застрелили в Варшаве. А смотрите, какая штука получилась интересная. Район назван в честь Войкова. Кинотеатр Варшава стоит в районе имени человека, которого в этой самой Варшаве и застрелили. Не иначе советский ребус.
Пойдем через парк к следующей локации. Парк зеленый, район я это знаю. Жил здесь, ну, года, наверное, 3. Очень мне нравится, потому что рядом парки, пруды. В той стороне за мной Покровская, Стрешнево, видео есть на канале, посмотрите. Речной вокзал, северный речной вокзал в той стороне. Самый красивый, однозначно самый красивый речной вокзал столицы. И, кстати, он похож на вокзал в Красноярске, только там более такой серый. Посмотрите, видео из Красноярска я зимой снимал. Прям брат-близнец, только такой серый, говорю, а это более светлый, что ли. Может быть, серый показался, потому что зимой снимал. Так, вот здесь заканчивается у нас территория парка. Сейчас я выйду, и мы продолжим. На той стороне школа. Школа 201. Кстати, в 30-е годы строили как модель такого города будущего. С теплицами, с садом внутри. Чистый такой сталинский размах. Ну и видно по зданию, оно вот огромное. В общем, пионеры, лозунги, слово «мир» на плакатах. И здесь будущее выглядело совсем иначе. Сейчас обычная школа. Вот, кстати, смотрите, табличка. Это дерево посадила Зоя Космодемьянская. Парк у нас через дорогу, если что. Ну и рядом уже закрытая территория Академии МВД. Здесь уже другой тип города. Камеры, заборы. Такое режимное пространство. Если обойти еще с той стороны это здание, там как раз таки вот эти заборы и стоят. Говорят, что внутри есть тренировочные комплексы. Они моделируют работу города в кризисных ситуациях. Насколько это правда, сложно проверить, конечно. Но сам факт, мне кажется, вот такой изоляции создает отдельный вопрос. Здание шикарное. Колонны. Чисто тоже сталинский размах. В общем, в этом районе намешано все абсолютно. С одной стороны, некогда богатая элита, с другой жесткая силовая система, а между ними вот такой обычный будничный быт. Позади меня осталась Ленинградка шумная, по которой мы с вами уже ездили, кстати, в Тверь, Клин, Солнечногорск. Все видео есть на канале, посмотрите. Ну а здесь что по дороге у нас? Обычно, говорю, городская жизнь. Это, по-моему, госпиталь с левой стороны. Тихий, спокойный, зеленый район. Мне кажется, вот такие районы и должны быть зелеными, тихими. Здесь, видите, еще застройка старая. Поэтому он зеленый. В современных районах, типа Некрасовки, такого, конечно, не встретишь.
Район старый, но он не отстает от будущего. Электрозарядки. Посмотрите, какие первые этажи. Класс. Мне вот нравится. То есть первые этажи сразу предусматривались под такие универмаги, магазинчики. Но все оформлено красиво. Шикарный фасад. Вот эти рамы, круги. Классно. Кстати, это политех. Политех книжный, по-моему. Здесь даже атмосфера еще, видите, 90-х. Реально. Универмаг. Ну где вы такое еще видите? Правда, он закрыт. Может быть, еще не время открываться ему. Как вам фасад из прошлого? Реально 90-е. Кстати, вот политех с левой стороны. У них где-то на территории вертолет, по-моему, стоит. Где-то в той стороне. Не буду его искать сегодня. Вон там шаурма. Весь политех обедает, завтракает, не знаю, ужинает. Вот в той шаурмичной. Вкусная шаурма, но сегодня у нас не про шаурму. Просто говорю то, что знаю. Потому что как раз-таки я здесь и жил. Тоже это советское здание, колонны. Лето, студентов нет. Конечно, в сентябре здесь просто толпа народа. Кто живет в этом районе, однозначно все это видел не раз. Какой-то павильон поставили. А, вон самолет, смотрите, вон там самолет. Видно хвост его. И где-то еще вертолет был. Трамваи, транспорт, автобусы, электробусы ходят здесь вообще замечательно. До метро отсюда минут 10 пешком ходьбы. Какое-то событие происходит. Может, награждение выпускников. Не знаю, видите, накрыли такой купол, и там идет то ли репетиция, то ли еще что-то. Мороженое. Вот такая развязка. Трамвайные пути у нас пошли налево. А мы сейчас с вами перейдем дальше к торговому центру «Рассвет». Также здесь все облагородили. Еще года два качелей этих не было. Ну, не два, наверное, лет 5 назад. Все-таки, да. Где-то лет 5 назад качелей не было. Все было по-другому. Вот он, торговый центр «Рассвет». Здесь был кинотеатр «Рассвет». Место, где проживали чужие истории. На его фасаде строим коммунизм. Сейчас торговый центр «Рассвет». Место встречи. Кстати, место на самом деле, где те самые истории из кинофильмов заменили покупками. Зелени здесь много. Вот на той стороне даже сохранились еще двухэтажные домики. И насколько я знаю, в них хостел. То есть пока стоит, не снесли. Но, наверное, предположу, конечно, лакомый кусочек. Чайки летают, слышите? Орут. А все потому, что вон они огромные. Все потому, что здесь озеро недалеко, пруды, водохранилище Химкинское. Это все как раз-таки позади у меня осталось. Покровское Стрешнево. Можно пройти через него и как раз-таки выходишь к водохранилищу. Вот похожее здание, тоже старое, видите, первый этаж как сделано. Интересно. Женщина сидит, хотел сказать на балкончике, но мало похоже это на балкончик, но она смотрит в окно. Ну и, конечно, высотка современная. Сразу сверху что-то давит, там еще похожее. Да, Москва в любом случае расстраивается, меняется, старое сносится. На его месте появляется один минус: слишком высотные здания и слишком уж плотные.
То есть в СССР, когда все это строилось, между зданиями был какой-то воздух. Зелень, воздух, деревья, полянки, общественные места. Сейчас принцип строительства, конечно, другой. Сравнивать бессмысленно. Вон та же двухэтажный домик. Старый. По Советскому Союзу я никак не рефлексирую, там, ни в коем случае не хочу, чтобы никакой Советский Союз не восстанавливался. Все, что было, все ушло. Восстанавливать это бессмысленно, это и не нужно. Нужно идти вперед. Просто идти разумно. А это, по-моему, общежитие. Ребят, кто знает, напишите. Ну, по-моему, общага. На территории, видите, даже есть свой собственный театр. Северный административный округ. Зоя Космодемьянская. По факту мы прошли Волковский район насквозь. Но самое интересное еще нас ждет впереди. Я в Тимирязевском лесу. Никаких здесь дорожек. Все просто, где натоптали, как говорится, там и ходят. Река Жабенка. Уточки. Молодые еще. Вы не представляете, как тут воняет. В буквальном смысле вонь. Кстати, название Жабенка, знаете, с чего, как говорится, появилось? Раньше здесь было болото, тьма жаб. Сейчас тоже воняет, как на болоте, только жаб не слышно. Одни утки плавают. Но интересно другое, что эта небольшая речка выжила в огромном мегаполисе. И до сих пор питает Садовый пруд, к которому мы вернемся чуть позже. Представьте, вокруг бетонные джунгли, а здесь река, которая помнит Москву еще до высоток, до метро. Партизан, короче. Кстати, вот на этом пригорке в 1881 году была построена вот эта беседка. Отсюда император Александр II осматривал окрестности. Представьте уровень. Император приезжает сюда посмотреть на природу. Сейчас, наверное, максимум бегуна встретишь. Что там мальчика делает? Бегает. А когда-то решали, наверное, судьбы страны. А может, вообще просто пили чай. Кто его знает. Виды прекрасные, лес. Конечно, все было раньше по-другому. Наверное, гуще. Да, здесь хочется прям замедлить шаг. Идти медленно, не торопясь. Звуки природы. Птицы поют. Вороны там где-то вдалеке каркают. Дятел. Кстати, редко можно увидеть дятла. Он обычно прячется. Идешь, где-то стучит. Но непонятно, где он там настукивает. Катькина горка. И белка нарисована. Да, здесь же есть белки. Неоднократно здесь был. Белок встречал. Причем не одну, а штуки, наверное, 4, как минимум. Но сейчас никого нет. Видите, люди заботятся о птицах. Здесь, конечно, от кормушки уже осталась половина, но там все в кормушках. Кстати, чем дальше я ухожу, тем меньше людей. Редко появляются вот велосипедисты. Людей вообще пока никого не встретил. И здесь действительно понимаешь, что ты совсем не в парке, а реально в лесу. Главное, клещей теперь не нахватать. Грибы, наверное, еще рано. Видео снимаю в конце июня. Ну, я и не грибник. Не особо-то в них разбираюсь. Сейчас впереди будет классная поляна. И сосны с правой стороны. Нравится мне этот лес.
Говорю, район вообще шикарный. Ну, конечно, этот лес не относится к Войковской, но тем не менее все в пешей доступности. Посмотрите, какая красота. Сосны. Ну, дождь прошел, не смотрите на это. Обычно здесь зелень. Ну, в любом случае, природа вот как она есть. Как классно, что такие места еще существуют, где вы можете просто прийти погулять, не выезжая за пределы МКАД даже. Класс. Как вам, ребят, нравятся такие места? И напишите, есть ли у вас в вашем городе что-то похожее, куда вы с удовольствием ходите. Это что за сооружение? Не знаю, что такое. Кстати, жабенка бежит. Вот там. Мы идем вдоль нее. Внизу еще тропинки. Классно. Хорошая прогулка. Мне нравится, когда я совмещаю прогулки, город и природа. Особенно это было в Сербии. То есть я ехал в какой-нибудь город, ну, к примеру, там Варшац возьмем, и потом поднимался в горы, в крепости, либо город Ужицы, тоже крепости. Ну, на самом деле в Сербии очень много крепостей, построенных еще Римской империей, Османской империей. Так, и здесь жабенка, смотрите, в маленькую речушку превращается, прям маленькая. То есть там была широкая, здесь она уже поменьше. Ну и говорю, чем дальше в лес, тем толще, как у нас там было, помните, раньше? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Реально лес. Вот она. Видите, какая мелкая. Прям ручеек. И дальше раскрывается. Это та самая река. И с этой стороны. Тут вот здание. Я не знаю, что это за здание, но предположу, что это может быть какой-нибудь домик смотрителя. Оно очень старое. Природа отвоевывает. На кирпичах. ПЗСН. ПЗСМ. Вот. Правильно. Так, кто знает, что это и о чем это, пишите. Но домик старый, видно. Заброшенный, заколоченный. Что тут было, не представляю. Ну, похож как будто бы на какой-то домик смотрителя. А вот и та самая точка, ради которой я прошел сквозь парк. Профессорское кладбище. Так сразу мрачно, солнце вообще сюда не попадает. Такая своя атмосфера. Здесь лежат люди, те, которые работали в этих местах десятилетиями. Академик Петр Иванович Лисицын умер в 1948-45. То есть вот оно такое закрытое кладбище, о котором мало кто знает. Откроем, потом закроем, уйдем. Профессор, доктор. Ребят, знали, нет, что в Тимирязевке есть вот такое профессорское кладбище? Андрей Ауэрбах, 45-й. В основном 45-й, 47-й я смотрю. Лесник. Вы посмотрите. Налимов. Просто лесник. Лесничий. Как это вообще? Без имени, без фамилии. Ну, вернее, фамилия есть Зеленов. Но ни имени, ни отчества, ни даты. Просто лесничий. То есть человек работал здесь, там, не знаю сколько лет, на протяжении всей жизни,
умер, и у него табличка просто «Лесник». Профессор Дмитриев Андрей Михайлович, внук Миша Юшков. То есть внук здесь тоже похоронен. Огромная гранитная плита. Как это вообще возможно? Цветы когда-то, видите, приносили. Сейчас, конечно, нету. Очень странное место. Как вы считаете, правильно ли вообще делать вот такие закрытые, я бы даже сказал, почти семейные кладбища для своих? Или все-таки в современном городе это уже лишнее? Пишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Но я впечатлен. Я, конечно, бывал здесь раньше, но никогда не обращал именно на плиту, где написано «Лесник». Как-то проходил мимо, вот общий такой взор, как говорится, бросил и пошел. Да. Странное чувство. Кстати, где-то в глубине есть еще такое неофициальное кладбище животных. Я дверь, конечно же, закрою. Я говорю сразу тем, кто в комментариях хотел мне написать: ушел и дверь не закрыл. Все закроется, не переживайте. В общем, здесь где-то в глубине есть кладбище именно для домашних животных. Место, наверное, которое в принципе невозможно найти, если не знаешь, где оно находится. Друзья, кто знает, пишите в комментариях, есть ли действительно это кладбище и где оно находится. Но на самом деле это не единственное странное место здесь. Вот за теми заборами вообще закрытые лаборатории. Тимирязевка — это, наверное, не только природа, это еще такая база, да, огромная база Тимирязевской академии. И вот за теми заборами зелеными годами исследуют растения. Улица Пасечная, вот такие корпуса, козы, там коровы. Улица Пасечная не зря, смотрите, здесь целая пасека, кафедра пчеловодства. По факту одна из старейших пасек города. И здесь до сих пор можно купить мед. Если будете здесь или где живете где-то недалеко, обязательно сюда загляните. Правда, она сейчас закрыта. Я хотел попасть на территорию, показал бы вам. Вот там дальше улики стоят, домики пчел. Но магазин не работает. Отсутствует продавец. Учебно-опытная пасека. Основана в 1868 году. Представляете? Тут просто сидит, отдыхает. И вот эта дорога как раз таки ведет в Тимирязевский лес. И мы с вами возвращаемся в него. Посмотрите, какой вид. Потрясающий. Это река Жабенка по факту впадает вот в этот большой садовый пруд. Водолаза я снял, он что-то там лазил. Не знаю, что он там ищет. Или искал уже. Утки летают. Класс. По факту мы только вышли с вами из густого леса. А тут солнце, пляж, люди загорают. А вообще, вот этот пруд — это рукотворный объект. И создали его еще в середине 18 века при графе Разумовском. И чтобы получился этот пруд, речку перегородили плотиной и как бы вырыли гигантскую чашу. Представляете, да? Озера нет, гигантская чаша. И, в общем, вот этот водоем копали крепостные крестьяне. Ну а теперь на той стороне пляж, к которому мы с вами и идем. Здесь где-то еще яблони, по-моему, дикие у реки.
Ой, на той стороне рыбаки тоже загорают. Вон там пляж. Небо голубое, солнце, кувшинки желтые, белые. Красота. Говорю, Тимирязевка умеет удивлять. Я иду с той стороны, получается, и здесь вот такой рукав. Что-то вроде, ну, водопадом, конечно, его сложно назвать. Пусть будет водопадик. Откуда вода бежит? Ну, откуда-то оттуда. Там у нас, слышите, уже шумный город. Вот такой вид. Сейчас я обойду этот рукав и как раз-таки выйду на пляже. Вот чем мне нравится этот район, то, что здесь все рядом. Природа, вот те пруд, вот те лес. Классно. Если в других районах Москвы есть пруды, конечно, во многих районах, но они как вот пруд, заводь небольшая. Здесь все-таки это такая особая атмосфера. Как будто бы в лесу за городом где-то. Вон, велосипедисты гоняют. А с левой стороны у меня за... Как-то они неуверенно едут. Выпили, что ли? О, моторка гоняет. А, он разрезает. Да, он, скорее всего, разрезает, чтобы тина не зарастала. Работает, в общем. Вот видите, у него пила впереди. А вот здесь, по-моему, с левой стороны, может быть, даже сейчас стоит спортивный комплекс. То ли юность, то ли еще как-то называется, не помню уже. Да и не суть. То есть я вот там был, на той стороне. Но вот такая здесь обстановка. Забор, не знаю, в каких годах его еще строили, но стоит, где-то уж покосился. Причем на той стороне не видно каких-то новых строений. О, рыбку ловят. Я не знаю, можно ли вообще ловить рыбу в черте города Москва. Мне кажется, не стоит. Ну, ловить, наверное, можно. Там кошке отдать, либо просто выпустить. Но есть самому я бы точно не решился. Да, вот какое-то здание. Расписали его все, то ли гаражи, то ли что это. Фитнес написано. Ну, не знаю, что это за фитнес. Скорее всего, все заброшено. И раньше, видите, здесь был вход. То есть можно было зайти. Это что такое? Гриб? Интересно. В общем, вход закрытый, исписанный весь, разбитый. Я даже не представляю, что здесь можно было продавать. Вот вход есть в магазин. Кто сюда ходил? Наверное, поэтому и закрылся. А здесь уже бомжеватые такие виды. Какие-то одеяла валяются старые. Забор сломанный. Ну вот здесь красота на этой стороне. Друзья, вот он и пляж. Люди просто загорают. Но купаться здесь запрещено. Все ограждено забором. Причем до конца. Люди просто лежат. Я помню, лет 5 назад здесь еще купались. Там, по-моему, раздевалки, туалеты есть. Песочек, волейбол можно поиграть. Ну, в общем, и все. Полежать, позагорать. И на той стороне у нас Тимирязевская академия, куда, собственно, я и иду. В следующей серии я покажу вам настоящую жемчужину этого района – московский Хогвартс. Усадьбу с выпуклыми дореволюционными стеклами и культовую трамвайную остановку с 19 века. Это будет финал нашей большой-большой прогулки.